Здравствуйте, друзья, зрители, а также подписчики моего канала. Продолжаю шить косметички, которые буду дарить в подарок в ближайшие праздники. Но также считаю, что такие косметички можно дарить и без повода. Просто сделать приятное человеку. Сегодня я буду работать вот с такой красивой тканью. Это ромашки, прям ромашковое поле на голубом небе. Посмотрите, какая яркая весенняя ткань. Это у меня будет лицевая часть косметички. Подклад у меня будет вот такой голубой сатин. Посмотрите, он полностью подходит под ткань с ромашками, как братья-компаньоны. Для уплотнения я взяла вот такой материал, называется он слайтекс. Это что-то наподобие синтепона, но у него немножечко другая структура, и, честно говоря, мне нравится он больше. У него есть сверху и снизу такая плотная прокладка из ткани, а внутри уже синтепон. Но я его тоже запекла, убрала этот весь объем. Это у меня будет как уплотнитель. Затем у меня будет молния. Вот такая молния в этой косметичке нужна длинная. В общем, все основные материалы я вам показала. И дальше, чтобы сделать выкройку к этой косметичке, нам понадобятся вот такие вещи. Либо циркуль. У меня самый обычный циркуль козья ножка, стоит он 7 рублей. Я всегда говорю, если есть возможность, приобретите. Он никогда не будет лишним в вашем хозяйстве, а его стоимость, ну, совсем смешная. Либо вот такая тарелочка. Можно сделать выкройку по этой тарелочке. Сегодня я буду делать с тарелочкой, потому что, ну, думаю, что не у всех есть, конечно, циркули. Итак, сейчас я начну делать выкройку. Отрезала кусок ткани, из которого буду шить косметичку. Размеры указывать не буду, потому что все будет зависеть от вашего шикарного шаблона и от желания, какой размер вы хотите видеть в своей косметичке. Итак, отрезала кусочек ткани, складываю его пополам. Затем беру свой шаблон замечательный и его обвожу. Как положить шаблон? Тут тоже смотрите сами, можно сделать чисто посерединке, у вас тогда получится вот такая форма косметички. Можно чуть-чуть сдвинуть центр, я, скорее всего, центр вот так чуть-чуть сдвину. Затем просто обвожу. Работая ручками пиши-стирай, они потом убираются под воздействием высокой температуры. Так, я думаю, вам здесь не видно. Сейчас возьму мелок и сделаю еще раз мелком. Ну вот, думаю, мелком уже лучше видно. Затем, сейчас я здесь дочерчу. Все. Затем в этих уголках я делаю размер. Здесь у меня будут уголки 2 на 2 сантиметра. 2 отложила в бок, 2 отложила вверх и провела линию. То же самое делаю с другой стороны. 2 отложила к центру, 2 отложила вверх и провела линию. Смотрю, чтобы они у меня еще были прямые. Все, и теперь мне осталось вырезать только форму. Лишнюю ткань уберу, она мне уже не понадобится. Раскладываю, показываю вам, что у меня получилось. Вот такая форма получилась. Теперь мне надо будет, беру тарелочку, вырезать точно такую же форму из ткани, из которой я буду делать подклад. Детальки мои готовы. Лицевая часть, изнаночная часть. Сейчас поработаю с лицевой частью. Для этого я взяла кусочек уплотнителя, тот размер, который мне нужен. Накладываю сверху лицевую часть. И вот так по контуру всю ее прошью на машинке. Скреплю эти две детали между собой. Работать буду нитями нейтрального цвета. Детали между собой соединила, сделала по контуру шов на машинке. Теперь убираю иголочки и срезаю лишний уплотнитель по контуру всей детали.
Почему я сначала скрепила две детали, а потом срезаю? Потому что вот на таких поворотах вот этот слайтекс, девочки, он тянется, и край получается некрасивый, вот такой весь волнистый. Поэтому лучше сначала, конечно, его пришить, а потом уже срезать. Моя деталь готова к дальнейшей работе. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Беру подклад, и теперь я буду пришивать молнию. Сейчас я ее сделаю, разделю на две части. И пришью молнию от этого места до этого места. Сейчас уберу подклад. Еще раз показываю. У меня молния будет пришита с одной стороны от угла до угла и с другой стороны от угла до угла. Можно сначала вшить молнию, а потом уже сверху пришить подклад. Можно молнию наметать и сразу же одним швом соединить с подкладом. Делайте так, как вам удобнее. Я, скорее всего, сначала пришью молнию, а потом уже сверху подклад. И делаю это одновременно с верхней и с нижней стороны. Вот такая деталь у меня получилась. Пришила я молнию и подклад. Теперь выворачиваю на лицевую сторону. Теперь проложу по контуру, где у меня пришита молния, строчку. Потому что, посмотрите, детальки, они отходят. Я их закреплю строчкой. Продолжаю шить свою косметичку. С одной стороны донышко я уже оформила, проложила строчку. Сделала беечки из ткани, с которой у меня сшита лицевая часть косметички. И мне останется только запаковать этот шов, спрятать срез. Как запаковывать шов, я останавливаться подробно не буду, потому что у меня практически в каждом моем видео я это показываю. Делаю бейкой, сложенной вдвое, я ее проутюжила. И теперь покажу, как делать донышко с другой стороны. Посмотрите, молния у меня пришита, строчка сделана. Сейчас я обрезаю лишний кусок молнии, он мне больше не понадобится. Затем складываю вот эти срезы друг с другом. Все это надо, конечно, подровнять, выровнять. Закалываю булавочками и прокладываю шов. Все. Косметичка практически готова. Останется только запаковать эти швы. Итак, прокладываю здесь строчку на машине, как и сделала вот с этим боком. И все. Выворачиваю, возвращаюсь к вам. Свою работу я полностью закончила. Вот такая у меня получилась яркая весенняя косметичка. Очень интересна у нее форма. Смотрите, она сама по себе устойчива. Вот такое донышко, вместительное. Молния идет от одного края донышка до другого. То есть расстегивается молния вот так по кругу. Внутрь я положила кусочек ткани, чтобы полностью показать объем и форму косметички. Швы у меня, как всегда, все запечатаны. Все аккуратно, ничего лишнего. Сейчас я закрою. В общем, вот такая у меня косметичка. Мне моя работа нравится. Форма очень понравилась, форма косметички. Наверное, я еще несколько таких сошью, но, конечно, из другой ткани. Здесь можно даже сделать вышивку, можно сделать мои любимые бусинки. В общем, все что угодно. Очень интересная форма, шьется легко, просто и быстро. Потратила я на эту косметичку примерно 1,5 часа времени. Нисколько не жалею, так как довольна полностью работой. Но если вам понравилась моя работа, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. И если вы хотите увидеть, что я буду делать дальше, а я думаю, что на этой косметичке я опять не остановлюсь, а буду продолжать, то подписывайтесь на мой канал и также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю счастья, здоровья, успехов, мирного неба над головой. Пока-пока. До встречи на моем канале.